Всем огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». И сегодня я хочу вам показать вот такой вот мастер-класс на таких замечательных фламинго. Это полностью цельновязанная игрушечка. Пришиваются только крылышки. Все остальное, лапки ввязываются, хвостик вывязывается, клювик вот такой вот загнутый. Все это вывязывается в процессе вязания. Вяжется она очень быстро, эта игрушечка, она небольшая, 8 сантиметров, разные оттенки розового. Вот, можно в качестве брелочка, для этого необходим карабинчик. Можно просто использовать как маленькую игрушечку. Она очень хорошо сидит. Ее можно садить на подставочку где-нибудь. Очень интересный вариант игрушечки. Можно как подвесочку вешать на рюкзачок, так и в машину. В общем, вот такой вот вариант моей фламинго. Вот. Я понимаю, что уже многие вязали фламинго, но это мой вариант, и я хочу с вами поделиться своим вариантом. Вот такие вот крошки. Да, конечно, машины будут нам мешать, но я надеюсь, это не будет постоянно, потому что окно открытое, очень жарко. Ну и я надеюсь, меня будет хорошо слышно. Все, давайте с вами свяжем такую вот игрушечку. Давайте начнем. Итак, нам необходимы остаточки пряжи, небольшой кусочек розового, очень немного бежевой, любых оттенков, любого оттенка розового, любого оттенка бежевого и черный цвет. Все эти моточки пряжи на 100 грамм 120 метров. Я использую только такую плюшевую пряжу. Дальше нам понадобится зажигалка, чтобы подпаливать кончики плюшевой пряжи, чтобы она не сыпалась. Крючок номер 4, я вяжу всегда четверочкой. Глазки 8 миллиметров. 8 миллиметров, я их приклеиваю. Или можно полубусины 8 миллиметров. Можно 9, но 10 уже большие будут. 9 еще можно. Дальше маркер, ножницы и иголка для пришивания крылышек. Давайте начнем. Итак, начинаем вязать крылышко. Набираю 3 воздушные петли. И в третью петлю от крючка я провязываю 1 полустолбик с накидом и второй полустолбик с накидом. Дальше 2 воздушные петли, разворачиваю вязание и провязываю 2 прибавки. В первую петлю 2 полустолбика с накидом и во вторую петлю 2 полустолбика с накидом. Всего 4 петельки получается. 2 воздушные петли, разворачиваю вязание. Дальше следующий ряд, третий. Вначале провязываем прибавку, 2 полустолбика с накидом в одну петлю. Затем по цепочке 2 полустолбика с накидом. И в конце прибавка. 2 полустолбика с накидом в одну петлю. В ряду у нас 6 петелек получается. Теперь мы провязываем с вами обвязку только с 2 сторон. Так как у нас было 3 ряда, у нас должно получиться вот здесь вот в конце 7 петелек. 3 петельки по одной стороне, центральная одна и 3 петельки по второй стороне. Итак, я набираю воздушную петлю. Дальше в первый ряд я провязываю столбик без накида. Во второй ряд столбик без накида. И в третий ряд столбик без накида. Теперь в центральную петельку провязываю столбик без накида. Прокладываю хвостик и по второй стороне провязываю 1 столбик без накида
второй столбик без накида и третий столбик без накида. Тогда крылышко у нас, видите, оно получается закрученное. Вот оно так закручивается и очень хорошо потом стоит на нашем фламинго. Дальше хвостик я обрезаю. Обрезали хвостик и обрезаем розовую часть. Начинаем вязать по третьей стороне. Я хвостик, который он остался, ввожу в первый столбик, а довязывать уже буду черной пряжей. Два хвостика мы будем ввязывать. Набираю 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в эту же петлю я провязываю столбик без накида. Дальше 1, 2, 3. Прокладываем хвостики. И в следующую петлю я провязываю столбик без накида. 1, 2, 3. В следующую петлю столбик без накида. 1, 2, 3. Столбик без накида. 1, 2, 3. Столбик без накида. 1, 2, 3. И последний столбик без накида. Вот такие перышки у нас получились. Кончики я обрезаю. Вот обрезаю черную ниточку. Вот. Делаю соединительный столбик и закрепляю ниточку, хвостик. Вот такое крылышко у нас получается. Теперь на обратной стороне я снимаю немного ворс на пряже, одеваю в иголочку и прячу на обратной стороне, прячу хвостик с обратной стороны. Обрезаю, оставляя где-то сантиметр. Вот снимаю опять ворс весь с пряжи. Остаются 2 ниточки. Я их просто подпаливаю. Все. Вот такое вот крылышко у нас получилось. Берем второе крылышко. Вот такие вот 2 крылышка у нас вышло. Теперь давайте будем вязать тело. Итак, начинаем вязать тело с розовой пряжи. Начинаем. Набираю 2 воздушные петли. И во вторую петлю от крючка я провязываю 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Первый ряд провязан, второй ряд. Второй ряд провязываем очень внимательно, потому что мы будем ввязывать ножки. Для этого я в первую петлю провязываю прибавку, хвостик вяжу вместе. В первую петлю ставлю маркер, в первый столбик вернее. Первая петля, первый столбик. Прибавочка провязана первая. Провязываем вторую прибавку. Третью прибавку. Провязав 3 прибавочки, хвостик убираем. В следующую, в 4-ю петлю, давайте подтянем немножко. Четвертую петлю провязываем так. Ввожу крючок, вывожу рабочую нить, не провязываю, довязываю уже цветом бежевым под цвет нашей ножки. И в эту же петлю я уже бежевой пряжей провязываю второй столбик без накида. То есть мы провязали прибавку. Теперь набираю 10
воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Провязали 10 воздушных петель. В третью петлю от крючка провязываю 1 столбик с накидом. Дальше 2 воздушные петли. И в третью петельку провязываю соединительный столбик. Вот такую лапку мы связали. Дальше по цепочке 7 соединительных столбиков нужно провязать. Провязываем. Подтягиваем петельку. Вот, и провязываем соединительные столбики по цепочке. И 7-я, последняя. Дальше в следующую 5-ю петлю, 5-ю петельку мы должны провязать тоже прибавку. Значит, я ввожу крючок, провязываю столбик без накида и провязываю ножку. Опять набираю 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дальше делаю накид. В третью петельку от крючка я провязываю столбик с накидом. Набираю 2 воздушные петли и в третью петлю делаю соединительный столбик. Дальше по цепочке я провязываю 7 соединительных петель. По цепочке провязываем вот так 7 соединительных петель. Провязали. В эту же петлю, там где мы делали столбик без накида, ввожу крючок, вывожу бежевую ниточку, а закрываю уже розовой. Вот так. И дальше провязываю еще 3 прибавки. 1 прибавка, 2 прибавка и 3 прибавка. Вот такой у нас получается 2-й ряд. Теперь я переворачиваю, обрезаю бежевую пряжу, завязываю на узелочек, чтобы она не распустилась. Вот так. И вот такая у нас получается, вот такой получается 2-й ряд. Дальше 3-й, 4-й, 5-й и 6-й ряд мы провязываем 16 столбиков без накида по кругу, без прибавок и убавок. 3-й ряд давайте провяжем вместе, остальные 3 ряда самостоятельно. Итак, я снимаю маркер, провязываю 1-й столбик и вставляю маркер обратно. 1-й столбик мы с вами провязали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Дальше сгибаю ножку. Между ножками у нас, между лапками у нас тоже столбик есть. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Вот, провязали мы 3-й ряд, ножки остались снаружи. И теперь еще 4-й, 5-й и 6-й провязываем по кругу без прибавок и убавок. Давайте это провяжем. Итак, связала я 6 рядов. Вот такие получаются ножки. Вот такая деталь получается. Теперь нам нужно провязать хвостик в следующем ряду. Это у нас будет 7-й ряд. Значит, смотрим. У нас хвостик должен быть
посерединке наших лапок. Вот так вот берем и проводим пальчиком. Вот так вот пальчиком проводим. У меня это 3-я петелька. Я провязала уже много фламинго, у меня это 3-я петелька. Если у вас не получается вот параллельно между лапками, тогда вы берете петельки смещения, смещаете или в одну или в другую сторону. Если у вас получается по-другому, чтобы хвостик был между лапками вот так вот. Итак, я снимаю маркер, провязываю так. 1 столбик без накида. Ставлю маркер на место. Это будет 1-й столбик, 2-й столбик, 3-й столбик. 3 столбика провязала без накида. Теперь набираю 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. В эту же петлю я провязываю соединительный столбик. Опять 1, 2, 3, 4. В этот же столбик я провязываю еще 1 соединительный столбик. И еще раз 1, 2, 3, 4. И сюда же, в эту же петельку я провязываю, в эту же петлю я провязываю соединительный столбик. И вот у нас получается хвостик, 3 перышка. Вот, в одну петлю это я все провязала. Итак, провязали мы хвостик. Теперь я снимаю маркер. Снимаю маркер. И дальше мы будем с вами вязать туловище, провязывать соединительными столбиками с 2 сторон. Я в следующую петельку, вот у меня 1 петелька, в следующую петлю ввожу крючок на одной стороне тела, а второй крючок, а вторую петельку захватываю 1-й столбик со второй стороны, там где начало нашего хвостика. Начало нашего хвостика. И провязываю соединительный столбик. Дальше ввожу крючок с одной стороны тела, со второй стороны тела, во второй, вот, во вторую петельку и провязываю 2-й соединительный столбик. Дальше 3-й соединительный столбик, 4-й и 5-й. 5 соединительных столбиков должно у нас получиться, начиная от хвоста. У нас остается здесь 6 петелек. Вот такое отверстие. Это 7-й ряд еще идет. Дальше я ввожу уже на одной стороне и провязываю столбик без накида. И ставлю сюда маркер. Это у нас будет уже 1-й столбик. Вернее, это будет наше начало ряда, но это продолжается еще 7-й ряд. Итак, провязали 1-й столбик. Теперь по кругу мы должны провязать 6 столбиков без накида. 1 мы провязали, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот такая шейка у нас получается. Теперь у нас в 7-м ряду, вернее не в 7-м ряду, а дальше мы будем вязать только шейку. Теперь смотрите. Получается, у нас по кругу было 16 петелек. 16. Когда мы сложили пополам, мы провязали 5 соединительных столбиков. На это пошло 10 петель. Смотрите, не потеряйте петельки. На это пошло, на туловище, на соединительной петли 10 столбиков. 5 с одной и 5 с другой. 16 минус 10 будет 6. 6 пошло на шейку. Вот так, на шейку. Теперь давайте холофайбером наполним туловище.
Итак, наполнили мы холофайбером. Вот эту вот нижнюю часть, ее нужно вот так сплюснуть, чтобы хорошо сидела на ножке, на ножках, вернее, деталь вот так. Для этого мы хорошо приплюснуем вот так вот наше туловище. Делаем ее плоским. Все, теперь 8 и 9 ряд мы провязываем 6 столбиков без накида по кругу по шейке. Я снимаю маркер и провязываю 8 ряд. Первую петельку я делаю тугую, потому что здесь большой пролет. Я делаю ее туго. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Это 8 ряд и 9 ряд. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот такая получается деталь. Теперь следующий ряд, это 10 ряд, мы провязываем все 6 прибавок. В каждую петлю 2 столбика без накида. Провязываем в первый столбик прибавку. В первую петлю я ставлю маркер. В первую петлю я ставлю маркер. Дальше вторая прибавка. Третья прибавка. Четвертая прибавка. Пятая прибавка. И шестая прибавка. В конце ряда у нас должно получиться 12 столбиков по кругу. Теперь 11 ряд провяжем 12 столбиков без накида, без прибавок и убавок. Давайте так провяжем 11 ряд. Итак, провязала я 11 ряд. Теперь 12 ряд. Провязываем 1 столбик без накида, первый, и ставлю маркер. Дальше 2, 3, 4, 5, 6. Теперь седьмую петельку я не довязываю. Беру черную пряжу и довязываю уже черной пряжей. Теперь ниточку мы не обрезаем розовую. Провязывать будем сейчас клюв. Клюв провязываем попкорном таким образом. В следующую петельку, в 8-ю, провязываю 1 столбик с накидом. Дальше 2 столбик с накидом. Дальше делаю 2 накида. 3-ю провязываю столбик с 2 накидами. 1, 2 и 3. Дальше следующий провязываем столбик с 1 накидом в эту же петлю. И столбик 2 с накидом. То есть всего 5 столбиков посерединке. 3 у нас столбик с 2 накидами. В первую петлю вставляю крючок, одеваю рабочую петельку, затягиваю и вывожу через первую. Теперь черную ниточку убираю. Делаю воздушную петлю уже розовой ниточкой. И дальше до конца ряда я провязываю 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Хвостик обрезаю черной. Дальше завязываю на узелочек черную пряжу и
вставляю сюда, чтобы она не мешала. Мы все равно будем наполнителем набивать шейку, так что, чтобы нам хвостики не мешали. Вот такой вот клюв у нас получается. Вот такой вот он изогнутый за счет того, что у нас в серединке у нас столбик с двумя накидами. Вот такой длинненький получается и остренький. Дальше мы провязали с вами 12 ряд. Теперь 13 и 14 ряд провязываем по кругу 12 столбиков без накида, без прибавок и убавок. Тринадцатый ряд провязываем так. Столбик без накида, ставим в первую петельку, вставляем крючок, вставляем маркер. Дальше 2, 3, 4, 5, 6, 7, дальше 8, 9, 10, 11 и 12. Вот, провязали 12. И еще один ряд 14 провяжем. 12 столбиков без накида. Итак, провязала я 14 ряд. Теперь 15 ряд провязываем все 6 убавок. В конце ряда у нас должно получиться 6 столбиков. Я уже набила голову холофайбером, шейку и голову. Шейку тоже набивайте, чтобы она была плотненькая, чтобы держала хорошо. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь обрезаем хвостик и делаем соединительный столбик. Затягиваем. Вот, теперь набиваем еще немножко голову, то, что у нас не набито. Вот так. Теперь берем иголочку. Вот. И теперь просто за полупетельки стягиваем отверстие. Все, затягиваем узелочек. Теперь в центр вставляем иголочку, выводим в любое место. Вот, чтобы затягиваем вот так вот, чтобы у нас здесь ничего не было, чтобы головка была круглая. И теперь путаем ниточки. Обрезаю хвостик.
Поправляем клювик. Вот такой вот клювик получается у нас. Ножки, хвостик. Теперь давайте вставим глазки. Глазки мы вставляем между 13 и 14 рядами и отступив от клювика 2 петли, 1, 2. Вот сюда я вставляю первый глазик. И на противоположной стороне, вот отступив 2 петельки, я второй вставляю глазик. Вот. Теперь давайте глазки приклеим. Приклеиваю я клеевым пистолетом. И давайте приклеим глазки. Повторюсь, между 12 и 13 рядами от клювика отступить 2 петли. Все, давайте приклеим. Итак, глазки приклеили. Теперь нам остается пришить только наши крылышки. Беру крылышки, беру иголочку, обычную иголочку с обычной ниточкой. Делаю очень большой узелочек, чтобы он запутался в тельце. Вставляю в серединку и вывожу с другой стороны посерединке. И вот так вот его, чтобы он потонул, скажем так. И делаю несколько стежков. Несколько стежков, чтобы ниточка запуталась. Все. Теперь уголочками с одной и с другой стороны мы прикладываем к серединке спинки. Вот. По бокам к серединке спинки. И пришиваем только уголочки пока. Делаем несколько стежков по уголочкам. Прошили уголочки. Теперь вот эти вот концы крылышков опускаем под хвостик с одной и с другой стороны. И пришиваем вот так вот наискосок крылышки. Черное не трогаем. Черные перышки мы не трогаем, пришиваем только крылышки вот по бокам, вот под хвостик, чтобы они были симметричны, смотрим. И вот эту вот часть пришиваем. Итак, я придерживаю и вот так вот пришиваю.
Вот так вот. Сзади пришили. Пришили сзади. Теперь смотрим впереди. Прикладываем немножко вот так вот к шейке. И вот эту вот часть тоже прошиваем. Делаем такой вот переход. Вот так вот смотрим. Вот такие вот крылышки у нас получились. Хвостик с крылышками. Теперь перехожу во внутреннюю часть. Вот так, ниточка нигде не видно ее. Делаем здесь узелочек. И прячем, путаем ниточки. Все, обрезаем хвостик. И все, игрушечка готова. Вяжется очень быстро. Очень хорошо сидит. Давайте посмотрим компанию ихнюю. Вот. Вот такие вот получаются очень интересные птички. Если вам все понравилось, у вас получилась такая игрушечка, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще очень много мастер-классов. Ну а на сегодня я вам говорю пока-пока.